Утро воскресенья. Я опять вся в делах и хочу поделиться, потому что сама вот иду и удивляюсь тому, что, думаю, я здесь сколько нахожусь. Да, я же словила себя на том, что я не видела вот таких вот высоких зданий, именно жилых домов, именно вот прям, знаете, что в ЖК. И вот я сейчас нахожусь в районе, там, где именно, не знаю, сколько этажей, еще не успела сосчитать, вот, но это именно жилой дом. И это очень большая редкость. Вот еще один рядом. Не знаю, может быть, там еще дальше есть. Ну вот прям, честно, удивительное для меня зрелище здесь. Потому что в основном все здания невысокие, но какие-то там административные в центре, там музеи. Да, они могут быть там высокими. Так что вот есть даже здесь и такое чудо. Третий дом. Я не знаю, я надеюсь, что это дом. Я не знаю. Может быть, это и не дом. Может быть, это... Я не удивлюсь, если даже это будет дом престарелых. Потому что они здесь такие, ну, вообще в Европе, знаете, как целые городки. И при этом очень благоустроенные. И попасть туда даже бельгийцам не так-то просто. Хотя они там тоже есть. Здесь разного уровня есть подороже. Hello! Подороже, подешевле. Вот. Но это очень удовольствие не дешевое. Всем большой привет. У нас сегодня уже понедельник. Воскресенье вчера прошло вообще просто в трудах и заботах. Даже некогда было голову поднять, не говоря о том, чтобы что-то вообще снимать. Вот. Сегодня понедельник, день не легче. Сегодня у нас тест с Прекин. Мы идем с Дашей на 12. Марк уже съездил сегодня в Атлас. Там по поводу тоже там своих там учебных курсов. Ой, в общем, куча опять каких-то дел всего на свете. Ты думаешь, она у нас будет все эти слова? Да, я думаю, не знаю. Может быть, у тебя она будет посложнее спрашивать. А ты все знаешь, я не знаю ее. Ну, у меня кое-какие... Тут у меня, допустим, врезался в дерево. Я точно его... Я его даже пролистываю, потому что это невозможно. Я даже пылесосить. Вот это Ботсен? Тусен. Не Тусен, а Теген, по-моему, что-то там. Теген. Вон. Теген. Хей из Теген. And boom. Хепотст. Вот это у меня не заходит. Потом... Что у меня тут еще не заходит? Сейчас скажу. Ну, вот это я могу забыть, короче, подстриг мне волосы. Такое. Я пока даже у бота не могу выиграть, но я такая, Так, это у ботов искусственный интеллект. Нет, так у меня, допустим, подруга у реальных людей не может выиграть, а у ботов только и может. А там просто ты можешь выставить уровень света. Так, ну что, тест, там что-то нас давали, что-то там нас прекало. Настроения сегодня вообще нет. Прям какое-то, знаете, прям поникшее какое-то состояние. Ну, прям поникшее, прям как-то очень плохо, но погода сегодня классная. Поэтому я думаю, пойду-ка я где-то погуляю. Похожу, домой не хочется. Вот, приехала, как говорится, куда вот ноги привели, знаете. Вот. Немножко пройдусь. Тепло. Решила просто пройтись бесцельно по магазинам. Вообще по всем подряд. Вот. По всем подряд. Хожу и захожу. Посмотреть, что, где, как, почем. Зашла в Зару и вспомнила, у меня когда-то тоже было белое пальто, тоже с воротником, с большими пуговицами, только это молочное, вот такое вот,
Ну, а у меня прям было белое-белое. Тоже такое к низу расклешенное, короткое, очень стильное. Но это очень непрактично, очень, конечно. Я не знаю, что было 25-е в гардеробе. Собственно, оно мне так и провисело. Еще покупала его в хорошем каком-то магазине. Прям хорошего бренда. Смотрите, ну очень тяжелое. Интересное, но очень тяжелое. Прям, не знаю, на себе такое носить. 80 евро. Модель интересная. Такая. Пальто. Разговаривала недавно с девушкой, модница, она тоже такая, и как бы сошлись, я просто об этом вслух не упоминала, потому что я никогда не хочу обидеть никого, ничего, ни словом, вот, ни тем более делом, но как бы она так просто вслух сказала, и я с ней согласна, как бы про себя, что шопинг, конечно, в Бельгии, ну, по крайней мере, в Антверпене вообще, ну, никудышний. Сказать, чтобы что-то было такое, ну, кофта интересная, ну, сказать, чтобы было, знаете, разнообразие магазинов. Знаете, неплохая такая вещь. Рукав белый. Чтобы было разнообразие каких-то интересных магазинов. Вот в Амстердаме, конечно, и то получше. Тут все очень обычное все, да. Еще и, я вам скажу, ассортимент такой себе, очень маленький. Ну, скажем так, выбрать особо-то и нечего. Прикольные кроссовки. Мне нравятся такие. Такая толстовка желтая. Такой розовый, розовый, желтый, приятный. Смотрите, какой высокий рукав. 60 евро. Да цены, конечно, в Заре вообще, честно, уже просто жесть вообще, что происходит с этими ценами. Ну, вот какая штучка интересная, гляньте. Ну, это у кого красивые руки. Под нее юбка. Пройдемся здесь, посмотрим. Может, у меня настроение сегодня такое, но и мне прям вообще все кажется, ну, совершенно неинтересным. Наверное, настроение такое. Курточки. Это тоже, наверное, будет 50 евро. 25. Брюки. €50 то, что Primark 30 стоит один в один. Шапчонки. Мне шапчонку, наверное. Хочу какую-то без вот таких, без отворотов просто. Чтобы было. А вот какой, посмотрите, лук. Походу платье. Ну да, сочетание неплохое, но свитер, о, господи, слишком теплый. Но свитер прикольный, 40 евро. Но он очень теплый, очень теплый. Ну, в комбинации с этим платьем смотрится отлично, мне нравится. Мне понравились вот эти брюки. Но... Ой, посмотрите, какие. И рубашка хорошая, очень цвет. Но... в сочетании с этими зелеными тоже очень красиво было бы. Но под большую, допустим, меня. Еще эти брюки. Это, конечно, да.
А это что такое? Это не они, это они. Это они, но S, наверное, размер. Вот такие. Но мне нравится подкачивать еще эти брюки, подкатить. Кожаная куртка. Вот я бы хотела, что бы я хотела, так это кожаную куртку какую-нибудь. Вот правда. Да, хотела бы. В общем, ладно, ничего здесь такого нет. Пошла я. Платочки плотно зашли. Такой шарфик симпатичный. Это все нужно уметь носить. Я не умею носить вот все такие аксессуары, я не умею носить бижутерию. Мне кажется, я выгляжу нелепо. Этот пиджак я смотрела еще весной был. Жакет. Что это? Куртка. По-моему, я ни разу не заходила в Uniqlo. Думаю, зайду посмотрю, что там. Или он только открылся новый. Что-то я не припомню. Будьте здоровы. Тут говорится хоризонт здоровья. Ой, людей, конечно, там очень много. Хотела в другой зал зайти. У них идея такая, как бы, как это называется, да, наслоение, да? Такая вот задумка. Видите, блузка, жилетка, жакет. То есть вот здесь, видите, жакет, рубашка, еще полуверх, еще под низом водолазкая юбка. Смотрите, как-то так. Не буду умничать, я не эксперт моды. Поэтому не знаю, красиво это или нет. Я очень часто обращаю внимание именно на образцы, на луки, которые стоят в витринах. Как, ну, я думаю, что профессионалы собирают, да, вот эти вот, ну, которые образцы, витрины. Ну, то есть мне нравится, потому что бывает что-то да возьмешь себе полезное на заметку. Так, по-моему, я иду в обратную сторону, да. Мне идти обратно нужно. Сегодня, наверное, будет полностью печальный влог. Вот. И какое настроение, такой влог. Вот. Видели, да, вы вчера, что был прилет еще, как бы, в Петропавловской Брашеговке. В тот момент, когда я была просто уверена, что ничего у нас не будет, ничего не прилетит почему-то, я не знаю. Еще раз утвердилась в том, что нет ничего невозможного и нет стопроцентной гарантии вообще ни в чем. Вот, ну, не у нас прям, как бы, а рядом, ну, это ерунда, там сколько-то, ну, сколько-то метров, 500 метров. Даже, может быть, меньше, не знаю. Вот, но повылетали стекла у нас в тех домах в нашем ЖК, которые смотрели на Львовский. Там, конечно, повылетали окна, стекла. В нашей квартире нет, но все это грустно, конечно. Машины побила там знакомым. В общем, беды понаделала. Так, пришла. Пришла в Вибра, да, как-то так называется. Магазин. Надо купить Доместос. Это просто первый помощник. Ну и поглазеть, походить, что там. Вот он как здесь называется. Глорикс, не Доместос. Ну, в принципе, то же самое. Самое главное, что это хлорка. Потому что в некоторых магазинах вообще ничего подобного нет. Там есть что-то типа утенка. Есть многие, я вот общаюсь, им нравится утенок. Прям все, больше не надо. Для меня он вообще никакой. Тут такие были классные. Декор был. И я вообще так сейчас жалею, что я даже не буду вам описывать, потому что сложно описать, что я имею в виду. Очень жалею сейчас, что не взяла. Сейчас всякая ерунда. Вы знаете, что смотрю? Набор ножей. Это что, прям с ножами, что ли?
потому что цена прям 13 евро. Как бы привлекательная. И мне нравится, что с этим, с подставкой для ножей. В принципе, 13 евро неплохо. Посмотреть, что ли. Есть серенькие, есть с вот таким вот зелененьким. Ой, хороший нож такой. Я думаю, за такую цену это фигня, но взяла, знаете что, вот на двери, вот так вот на ванную, чтобы вешать, ну, одежду, когда купаешься, там полотенца у нас постоянно не хватает, крючков, чтобы полотенце вешать. Хорошая штука по евро. По евро, и маме одно с Дашей. То же самое, у них там пальто вечно, надо куда-то тоже повесить. Девочки, есть хорошая вещь. Правда, я поздно углядела. Зимой уже у нас в квартире сушить категорически нельзя, потому что будут стены влажные. Нужно будет носить все в сушилку. А вообще, вот смотрите, какая прикольная вещь. Вот ставишь вот так возле стены. Допустим, там какие-то полотенца кухонные. Вот можно над ванной, но у меня ванной нет. Носки там, труселя там, что хочешь. А вот на двери есть такая, цепляешь. Можно что-то кинуть, посушить. Вот сушилка 10 евро. Обычная сушилка, черненькая. Что у нас здесь? Посуда. Посуда. Да, горячая, наверное. Тоже, кстати, по евро. По евро. Вообще класс. Даже две девочки. Ну, вот это да. А я в Экшене за 2 с чем-то брала. Хотя здесь вот черная стоит 2,49. Плотная. Но зато здесь есть то, что я искала, найти не могла. Вот, пожалуйста, вам готовые бумажные 20 штук. По евро 79. Буду знать. Буду знать. Вот так вот. Всегда мимо проходила. Даже не обращала внимания, что в этом углу. А вот формы разные, чтобы яичница была красивая, кругленькая. Потом есть вот такие вот, чтобы цветочками. Видите, как? Мне кажется, кругленькая все же интереснее, да? Взять, что ли? 75 центов. Почему нет? Смотрите, какая идея хорошая. А вот, девочки, смотрите, вот интересная штука. Такой разделитель. Сразу, допустим, специи. Там такие, там такие, там такие. Кстати, я вам скажу, что можно взять. Потому что у меня сейчас именно специи лежат там так, как бы. Смотрите, какая интересная. Специи лежат прям, нам привозили с Турции. Вот эти, знаете, там прям много-много-много по кругу там всяких разных. И вот они лежат, куда их открывать? Чтобы они по всему этому были, по всем полкам. 4 евро, я вам скажу, ну такое тоже. Вроде бы как и не дешево. В то же время хорошая такая идея. И вот так просто нажимаете, вот так, просто сейчас заклеено. Нажали, открыли быстренько. Слушайте, ну хорошая такая вещь. Вот я думаю, мне что взять? Ножи, может быть, набор. Вот я возле них как раз стою. Или вот эту фигню. Я уже пришла домой. Я сейчас покажу, что я купила. Хотела сказать, что как только мы сюда заселились,
Ну, тут же еще ремонт шел, типа в этой квартире. Мы убрали весь подъезд. Ну, здесь получается 2 этажа, нулевой, ну пусть 3 этажа, да? Живет 4 квартиры. То есть мы, Даша, потом вот здесь женщина и еще там люди на 2-м этаже, семья. И вот мы убрали, прошла неделя, мы опять убрали. Потом прошла неделя, мы опять убрали. Вот. А потом мы думаем, ну, как бы, потом смотрим, там эти вот соседи коврики чистые подоставали. Ну, потому что когда ремонт шел отсюда, ну, видимо, же было грязно, они их попрятали. Но мы думали, мы, ну, понятно, заметили. В общем-то, войдет в привычку, будем как-то по очереди. И в итоге все, на том все. Вот, и вот практически целое лето вообще никто ничего. Как бы, и вот это вот мы опять убрали. Ну, точнее, не мы, а Валерий. Были на занятиях, Валерий опять убрал, бабули. Ну, такое, знаете, честно. Сейчас покажу, что купила. Сынок, возьми воду, пожалуйста, туда, неси в комнату. Ой, дома то холодно, то жарко. Сейчас жарко вроде бы пришло. То холодно по вечерам уже было. В общем, купила вот такую вот полку уже для обуви, потому что, ну, честно, там у нас в том уголке, ну, это просто невозможно. Обувью так весь пол заставлен в обуви. Тут все-таки 4 полки по 2 пары. Ну, вот, пожалуйста. Сколько тут получается? 8, да? 8 пар, пожалуйста, станет. Не знаю, надеюсь, это нас как-то спасет. Потом вот такую, ну, я вам показывала. Взяла на двери подцепить. Сейчас надо попробовать, чтобы оно подошло. Это я только что зашла, взяла в магазине. Потом взяла вот это вот. Можно же не только яйца. Можно еще и оладки наливать, правильно? Чтобы они были ровненькие. Взяла все-таки я ножи, надеюсь. Ё-моё, я какие взяла? Я надеюсь, я взяла черные. Потому что я не хочу, бра. Ай, господи, хоть бы они были... Нет, ёперный балет. Я же хотела взять черные. Ну что ты скажешь? Ой, ё-моё. Я же хотела черное взять с серым. Ну почему? Почему? Я же хотела черное взять. Я посмотрела, вот так вот лежали. Я думала, значит, это черные. В итоге нужно было открывать, получается. Ну зачем они мне вот такие нужны? Зеленые. Надо ехать менять. Я не хочу такие. Не хочу такие. Хоть бы и чек еще не этот. Нет, вот он чек. Надо поменять. Я не хочу такие цветом. Это ужас. Господи, Доместос и мочалка. Все. Что-то мне последнее время везет на возвраты вообще. Ну куда они не зеленые, капец. Я глянула, но вот так вот была коробка этой стороной. Я подумала, что это черные. Вот, я не думала, что там, в общем-то, с другой стороны зеленые, что может быть рандомно. Я вот подумала, черные, значит черные. Уже дома увидела, что и коробка с 2 сторон разные, тут зеленые, там черные, и тут тоже зеленые эти ножи. Ну куда они мне зеленые, кошмар какой-то. Господи, ну вот знаете, вот бывает, начинается череда, и все. И одно за вторым, за третьим, все в куче. Начинается невезуха какая-то. Просто он еще в Трамп поехал, ё-моё. Ой-ой-ой. Или это, знаете, как настроишь себе сам вот все и начинаешь привлекать один какой-то негатив, неприятность. Я не знаю. Вы представляете, между прочим, там оставались в основном зеленые. Я перебрала, я не знаю, штук 5 открыла, там были все зеленые. Вот. Потом вот эта коробка, которую я открывала первую, то есть там уже то есть ее открывали, уже по язычку видно. И я ее открывала, смотрела, когда ножи
Вот то и были черные. Походу, ну, я их и взяла, потому что я открывала. Ну, хотела же взять коробку, знаете, чтобы никто не открывал. Вот прям совершенно запечатано. Все были зеленые. Поэтому взяла вот эту, которую уже открывали. И все, и радостная, потому что, ну, капец. Зачем мне зеленая? Ну, вообще ни к селу, ни к городу. Фух, капец. Это, честно, туда-сюда кататься, это вообще удовольствие такое сомнительное, что ужас. Вот, девочки, то, что надо. А то, ну, капец какой-то, зеленые ножи. Ну, к чему оно здесь? Вот. Ну, я тут еще, может быть, поменяю как-то, что-то куда-то переставлю. Ну, в общем, хорошо, и места мало занимает. Вот так вот выглядит полочка. Уже все же лучше, чем вот это весь пол. Вот там вот все было заставлено обувью. Ну, такое, да, себе. Поэтому все же лучше. Я так расстроилась из-за ножей, что этот, скажите, вот так вот вешалка. Ну, вот раздеваешься купаться, да, хотя бы там повесить футболку, там, или там пижаму, то что-то такое. Так не хватает места. Такая ванная, капец, миниатюрная. Клейн, как говорится, на нидерландском, что вообще там еле помещаешься. Вот, так что вот такие у меня сегодня покупочки. Мелочь, но приятно. Особо меня ножи радуют, потому что Марк постоянно возмущался. Он постоянно лез за ножом. Мы сюда его клали, и он постоянно говорит, что можно порезаться. Почему? И постоянно лезвием как бы то вперед. В общем, вечно он мне там что-то там вычитывал. Вот. А с подставкой все же как-то оно аккуратней. Так подумала, думаю, еще нужно, наверное, котлетки пожарить. Потому что лучше приготовить с вечера, а днем обычно планы меняются. Куда-то нужно там поехать, а потом вот это вот держит и мучает, то, что дома ничего не поесть. Поэтому есть немножко времени, надо какой-то запас сделать, и тогда будет спокойнее жить. Вот котлетки приготовлю, гарнир уже, это чепуха. Ну то що не возьмеш, все воно це. Ну, привик до свого, і фрукти набагато вкусніші. Хоча помідори вже теж в останнє время як були, що надо сорта, чи Бог його И знає. картошка такое было уже, не такая, как раньше, если Ой, честно. як вспомниш бабушку, прям сладко, як нажариш, ой, бо вообще не наїсися. Хоч розвариться, хоч це все так. Во-первых, у бабушки посуда была. Чугунные эти сковородки, на печке, я не пойму, в чем там Ні, весь в неї фокус был. сорта були хороші картошки. Ну і та була сковородка. Ще думала, я її заберу собі. Это большая, да? Та здорова. Да, Це круглая. так вкрали, і от курей покрали, і чого так покрали, і оце цю сковородку. Теперь вот это вот играю, сижу. Теперь тебе нужно купить книжку, есть книжка с В комбинациями. интернете все есть. А, в интернете, да, Я сейчас написала есть, и чату изучать. GPT после этих выходных из серии неудачных игр, которые у меня были, и я уже распсиховалась. Ты вообще ни одной игры не Да. выиграла? Нет. Не, ну, с другой Это- стороны, ты... Это очень тяжело. И это надо, знаешь, есть люди усидчивые, они сели, они могут смотреть на что-то долго и думать, просчитывать все. У меня есть, у меня такой склад характера, что я очень быстрая и импульсивная, я не могу долго это. У меня есть... Все, котлетки есть. Ну, завтра же дело за малым. Девочки, села, чай вечерний себе сделала и сижу сейчас в тишине. И вообще прям и хочется сидеть в тишине. Верите, у вас такое бывает?
Хотела вам сегодня показать одну мысль. Очень интересную прочитала. Ну, не знаю. Сейчас, наверное, покажу. И на этом буду влог заканчивать. Грустный. Как, конечно, он какой-то, но... Ну, что ж поделать. Так, сейчас я найду и вам покажу. Вот, девочки, нашла. Анна Артжеванидзе, это, ну, как Анжела Перл. Она тоже там, короче, гороскопики у нее, там всякая ерунда. И вот у нее, посмотрите, вы знаете, я очень редко, когда слушаю вот эти все гороскопы, таро, это уже когда совсем уже, знаете, и то я их слушаю задним числом, чтобы совпадут, не совпадут, короче. А наперед я вообще ничего не понимаю. И как бы, ну, не прислушиваюсь, ну, просто она мне нравится чисто вот, ну, какая-то аура у нее, знаете, классная такая энергетика, ну, просто, не знаю, как человек нравится, поэтому я на нее подписана. Вот, и вот у нее в записях вот такой вот, ой, мысль такая была очень актуальная для меня, это точно, потому что я человек очень мнительный, как бы, и, ну, как бы сейчас уже не так, но тем не менее все равно. Я знаю, среди вас тоже, я думаю, что все мы не железные, как бы это, не знаю, какой надо обладать силой вообще духа и всего, чтобы не обращать внимания ни на кого. Ну, ладно, неважно, почему людям всегда есть дело до чужой жизни. Здравствуйте, мои дорогие. Сколько бы ни прошло времени, как бы ни менялся мир и его ценности, люди все равно продолжают смотреть друг на друга и обсуждают то, что им совсем не принадлежит. Кому-то важно заметить, как ты оделся, кто-то обязательно обсудит, что ты сказал или не сказал, кто-то будет судить твой выбор, даже если он его совершенно не касается. За этим стоит многое. Иногда зависть к чужой смелости и свободе, иногда неуверенность, которая идет подтверждение в осуждении других, а иногда просто пустота внутри, которую человек пытается заполнить разговорами о чужом. Те, кто говорят о нас, на самом деле оставляют часть своей силы в этих словах. Осуждение похоже на стрелы, которые человек выпускает, но они не достигают цели, если мы не открываем для них двери внутрь себя. Мы можем услышать эти слова, можем заметить их, но важно помнить, их сила действует только тогда, когда мы позволяем им задержаться в нашем пространстве. Когда человек осуждает, он на самом деле говорит не о нас, а о себе. Его слова отражают его страхи, его обиды, его ограниченность. Мы становимся лишь экраном, на который проецируется чужая боль. И помнить, если помнить об этом, то становится легче не принимать эти слова в свое сердце. Чем больше человек обсуждает других, тем меньше у него остается внутреннего ресурса для собственных перемен, для настоящих открытий и для движения вперед. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чужим мнением о себе, которое не несет добра, остановитесь и задайте себе вопрос, а стоит ли мне пускать это внутрь? Ведь то, что люди говорят о нас, на самом деле говорит о них. Я хочу, чтобы вы задумались, сколько сил и радости мы можем сохранить, если перестанем жить под чужим взглядом. Попробуйте сегодня хотя бы на миг остаться только с собой, в своих чувствах, в своих решениях, в своем пути. И знаю одно, чужие голоса будут всегда, но если сделать их главнее собственного, можно потерять все. Если бы я когда-то поверила тем, кто судил и обсуждал меня, я бы никогда не пришла туда, где нахожусь сейчас. С искренностью ваша Анна Артжеванидзе. Вообще просто мне так запало. Вообще вот эта запись, это мне так запало. Я вот хожу просто уже, наверное, сколько, 2 дня об этом думаю. Вот еще только увидела, думаю, надо обязательно с девочками поделиться. Поэтому, девочки, на этой ноте буду я с вами прощаться. Простите за такой влог, вообще странный весьма. Но вот такой у меня был период, девочки. Какой-то вообще не очень приятный. Ну да ладно. Буду я пить свой чай.
А вам желаю всего самого лучшего. Не обращайте внимания на меня, не обращайте внимания ни на чье плохое настроение. Если оно у вас хорошее, если у вас все хорошо, не дайте никому его испортить. Всех вас обнимаю, всех вас ценю и до новых встреч, мои дорогие девочки.